Считается, что передние сайлент-блоки в передних рычагах служат достаточно долго. Свои я установил осенью 2011 года, и это был полиуретан производителя «Точка опоры». Пробег автомобиля за эти 10 лет составил 68 тысяч километров. Я уже всерьез начал думать, что эти сайлент-блоки вечны, но случилось вот это. Случилось одновременно на обоих передних рычагах. О причине такого не берусь судить, но в какие-то большие ямы или бордюры автомобиль не попадал, по крайней мере, последние полгода-год точно. Возможно, сайлент-блоки просто отработали свой ресурс. Начинаю замену с правого рычага. Откручиваю две гайки крепления. И снимаю стойку стабилизатора. Далее откручиваю две гайки и болт крепления шаровой опоры. Затем откручиваю и снимаю передний болт крепления рычага. Теперь нужно открутить задний болт крепления рычага, а также болт крепления кронштейна подрамника и маленький болт М6, правда в моем случае он давно сломан. Откручиваю болт крепления кронштейна. Откручиваю болт крепления рычага и снимаю кронштейн. Выталкиваю вниз переднюю часть рычага. Отсоединяю рычаг от шаровой опоры. В заднем сайлент-блоке рычага имеется центровочная втулка, которая за некоторое время намертво закисает в подрамнике и в самом сайлент-блоке. Впрочем, в подрамнике втулка после некоторых усилий провернулась. Теперь на всякий случай пробуем плоскогубцами вытащить втулку за уступающую часть и, убедившись, что она не вытаскивается, приступаем к извлечению рычага. Сначала зубилом загибаю края втулки. Затем втулка сминается путем заколачивания отвертки между подрамником и сайлент-блоком, после чего рычаг можно снять уже относительно легко. Задний сайлент-блок выглядит еще вполне бодро, хотя износ, разумеется, виден. Деталь хоть и оригинальная, но, напомню, прослужила она 10 лет и 68 тысяч километров. А раз деталь остается, нужно аккуратно извлечь старую втулку. Делаю несколько пропилов на втулке, после чего она с легкостью извлекается. Теперь передний сайлент-блок. Срезаю края, и становится хорошо видно, в каком положении он работал последние дни. Выдавливаю остатки сайлент-блока. Немного расскажу о новых деталях. Это сайлент-блоки фирмы Машума. Видно, что выполнены они не симметричными, что приводит к вопросу, какой стороной устанавливать. С одной стороны края скруглены, а бортик достаточно мягкий. С другой стороны края под прямым углом, а внутри установлено армирование, что чувствуется на ощупь. Лично я сделал вывод, что устанавливать нужно мягкой стороной вперед. Безусловная гарантия производителя – 1 год с момента установки. Слегка смутило только название места производства деталей. Диалект провинции Гандон. Перед установкой тщательно намыливаю сайлент-блок. Начинаю запрессовывать. Начиная примерно с середины, прессуется он очень трудно. С первого раза на место он не встал, и я решил надавить дополнительно. Вот здесь видно, что между кромкой и рычагом уже есть зазор. Еще немного, верхняя часть уже будет внутри. То есть сайлент-блок вроде бы установлен. А дальше произошло необъяснимое. Вот же хрень какая! Разумеется, я пробовал еще раз, и даже несколько раз, и каждый раз сайлент-блок выпрыгивал обратно. Логичным продолжением было попробовать установить его другой стороной, что вы сейчас и наблюдаете. Теперь сайлент-блок установился просто замечательно, никаких попыток покинуть место работы больше не предпринимал. У производителя данных сайлент-блоков есть их поддержка, в которую я, разумеется, обратился.
Сотрудники Машумы подтвердили, что изначально я устанавливал деталь правильной стороной и никаких проблем быть не должно. Но также меня заверили, что сайлентблок будет нормально работать, даже будучи установленным наоборот. И это ни в коем случае не повлияет на гарантию производителя. Само собой, при установке рычага понадобится новая центровочная втулка. Устанавливаю рычаг на место, сначала заднее крепление. На втулку и болт можно нанести смазку. Устанавливаю кронштейн подрамника и наживляю два болта. Болты пока не затягиваю, закручиваю их до легкого касания головок. Далее устанавливаю переднее крепление рычага, болт притягиваю также до легкого касания головки. Теперь соединяю рычаг с шаровой опорой и затягиваю болт и две гайки крепления. Также затягиваю задний болт крепления рычага и болт крепления кронштейна подрамника. Передний болт крепления рычага пока что остается не затянутым. Остается установить стойку стабилизатора и приступаю к снятию левого рычага. Снимается рычаг идентично правой стороне. Откручиваю задние болты крепления рычага и кронштейна подрамника, а также болт М6. Его удобно откручивать накидным ключом на 10. Также откручиваю болт и гайки крепления шаровой опоры и снимаю стойку стабилизатора. А вот передний болт крепления рычага просто так вытащить не получится, так как он упирается в коробку передач. Чтобы его вытащить, нужны дополнительные действия. Снимаю крышку воздушного фильтра, сам фильтр и нижнюю часть корпуса. Она крепится с тремя болтами. Теперь немного приподнимаю двигатель домкратом и откручиваю болт крепления левой опоры двигателя. Далее пробую поднять двигатель, но, к сожалению, чтобы вытащить болт, не хватило совсем немного. Если поднимать дальше, то поднимается уже весь автомобиль, а не только двигатель. Теперь, чтобы все-таки снять рычаг, нужно открутить болт крепления подрамника. После чего подрамник обретает некоторую подвижность. Если между ним и кузовом вставить рычаг, то можно оттянуть его вниз и наконец-то вытащить болт крепления рычага. Задняя часть рычага отковыривается от подрамника тем же способом, что и с правой стороны. После замены сайлентблока все собирается в обратной последовательности. Теперь очень важный момент. Передние болты крепления рычагов затягиваются только когда автомобиль полностью стоит на колесах. Перед затяжкой дополнительно качаем переднюю часть автомобиля. Также в данном случае после сборки необходимо сделать регулировку углов установки колес.